Хиюки показывает свое истинное лицо и какую цель она на самом деле преследует. Битва с Кьорой достигает своего пика, однако то, на что пошел главный герой, повергло окружающих в шок. Все или ничего. Голова просто настолько мне зашла, что меня до сих пор трусит спустя час, как я ее прочитал. Так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В данный момент Хиюки и Тихира объединились, дабы общими усилиями одолеть противника, использующего магическую катану Магацуми. Вот только прежде всего не стоит забывать, кто есть на самом деле Кагари Хиюки. Она маг, состоящий в государственной организации Комунаби. И в этой главе из разговора со своим напарником Кагари прямо заявила, что как только все это закончится, она заберет для организации оба магических клинка. И если в прошлый раз она позволила главному герою выжить, поскольку считала его тряпкой, неспособного сражаться в полную силу, дабы отстоять свои идеалы, то теперь, несмотря если ГГ все так же будет бояться ей навредить, в следующий раз Хиюки однозначно прикончит Ракухира, поскольку иначе он никак не отдаст катану Небеса Бездны. Однако прежде, во время перемирия, главная цель сильнейшей Тимы — это уничтожение Кьоры и спасение заложников в пространственном хранилище, ведь она изначально была против сотрудничества с преступниками, занимающимися торговлей людьми. Будучи свидетелем войны с Эйтей и вновь видя проявление силы самой могущественной катаны, один из членов группы торгов Комунаби считал Хиюки наивной, ибо противостоя такой силе, она тщательно должна выбирать приоритеты, поскольку в этой ситуации ей никак не обойтись без жертв. Она не сможет одновременно сдерживать мощь истинного удара, известного сейчас как Магацуми, и к ряду еще и спасти заложника, ведь так Хиюки рискует сама остаться ни с чем. К тому же краска еще сгущает то, что истинный владелец Магацуми в большей степени одерживал контроль над сознанием главы клана Сазанами, из-за чего он больше не мог контролировать свою проекцию и живую трансляцию их боя в реальном мире. Так и еще Кьора больше не мог поддерживать пространственное хранилище, которое просто невероятными темпами начало разрушаться. И если протагонисты в кратчайшие сроки ничего не предпримут, тогда им не удастся спасти заложника. Поэтому Хиюки и Тихира в сию же секунду ринулись к противнику, атакуя его сразу с двух флангов. Но Кьора, находясь сейчас в том состоянии, когда его сознание было уже почти захвачено, делает невозможное. В тот самый момент комбинированной атаки он переносит себя и своих оппонентов в зал Рокудзаичи, при этом одновременно активировав технику сороконожки, отразив этих двоих мощным всплеском по области. И замечу, сколько всякой херни произошло, но глава клана Сазанами так и не позволил никому взойти на сцену, предназначенную только для потомков их клана. И я уже молчу про то, что ему удалось перенести своих противников, хотя они даже не были зарегистрированы в пространственном хранилище. Но на этом Кьора не останавливался. Из последних сил, сопротивляясь истинному владельцу катаны Магацуми, он активирует масштабную атаку, вновь воссоздав из мглы множество цветов. И как только жертва попадала в область действия техники, из ее тела по кровеносным сосудам, разрывая плоть, начали произрастать цветы. Не исключено то, что они также были еще и ядовитыми. Дело набирало очень серьезных оборотов, ведь эта мгла постепенно подбиралась к протагонистам, а поэтому Хиюки намеревалась как можно скорее прикончить его. Но Хакури запретил ей это делать, ведь по его словам, время жизни главы клана Сазанами было уже сочтено, и в этой ситуации им лучше всего было побеспокоиться о пространственном хранилище, которое из-за воздействия магической катаны разрушалось стремительными темпами. Сейчас Кьора всеми силами пытался сдерживать неминуемое уничтожение пространства, однако если его убьют, тогда хранилище тут же будет уничтожено, и они не смогут спасти заложников. Единственным выходом, который видел Хакури, это если кто-то вернется обратно и напитает своей духовной энергией заложников, из-за связи с которой он сможет переместить их за пределы Рокудзаичи. Как ветеран войны, Сиба был категорически против, ибо это был прямой билет на тот свет. Кагари также была загнана в тупик, ибо с одной стороны на кону была ее собственная жизнь, а с другой — жизни невинных людей, и она не знала, как ей было лучше поступить в этой ситуации. Главный герой же, несмотря на то, что он уже давно был на пределе своих возможностей, твердо решает вместе с Хакури
уговоре спасти заложника. Ведь он никогда не предаст свои идеалы и не позволит, чтобы из-за творений его отца гибли невинные люди. После чего, харкая кровью, Хакури перемещает Тихира в самое пекло, где он тут же протягивает руку помощи. Не, ну ребят, я не могу, какая же эта глава охрененная. И пускай Хиюки, увидев истинную решимость главного героя, пускай теперь только попробует заикнуться, что Тихира трус. Возможно, сейчас она в корне поменяет свое мнение насчет ГГ, но тогда ей придется постать перед серьезным выбором, поступить как она считает правильным или же подчиниться Камунаби. Что же, будем тогда ожидать следующую главу Кагурабачи. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на rimanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Tiraram suas 6 espadas mágicas, mas não conheciam a sétima. Vou matar cada mago negro e recuperar as espadas do meu pai. Tentem.